Товарищи музыканты, всем привет! Вы на канале Давай запишем, с вами Александр. Сегодня у нас снова наушники, и это будет модель Focus от компании Fluid Audio. И сразу о главном. Наушники полуоткрытые, драйверы 50 мм, частотный диапазон 20-20 тысяч Гц, сопротивление 32 Ома. Кабель у них прямой, 3-метровый, адаптер на 6,3 мм в комплекте, как и сумочка для хранения и транспортировки. Дальше. Стоят эти наушники в районе 5500, весят 350 граммов, на голову садятся легко. Однако есть вопрос по прижиму. Он недостаточно плотный, и это может давать утечку низких частот. Да, очень хочется верить, что это проблема исключительно этого экземпляра, и у других его собратьев с этим будет полный порядок. Ладно, теперь о сюрпризах приятных. В комплекте с этими наушниками мы с вами приобретаем программное обеспечение RealPhones, которое предоставит нам набор виртуальных комнат, несколько единиц профессиональных мониторов, включая, разумеется, флюидовские серии FX, а также варианты настроек эквалайзера и звука. Ну что ж, фишка эта неплохая, только мы с вами должны понимать, что эта VST-шка по большому счету занимается не столько выравниванием АЧХ, сколько эмуляцией звучания различных студийных помещений. Имеем это в виду и ни в коем случае не рассчитываем на волшебство, превращающее, к примеру, копеечные безымянные наушники в дорогие байеры. Ладно, не будем углубляться в тему RealPhones. Кому надо, тот сам найдет инфу на том же YouTube. Давайте лучше перейдем к нашей тестовой части и после поговорим о том, что нам удалось услышать. Ну что, друзья, товарищи, послушали. Нельзя сказать, что испытали некий восторг от услышанного, но в то же время жестко критиковать эти наушники тоже не хочется. Тем более, что имеющийся тот RealPhones, как нам кажется, будет способен поправить картинку до вполне приличной. По понятной причине мы не могли его себе поставить, но ощущение того, что это сработает, есть. Ну а что касается традиционных картинок, то спасибо компании Reference Audio Analyzer, они прямо сейчас появятся на ваших экранах. Чувствительность.
Измерения показали 119,2 дБ, и это на 6,5 дБ громче большинства полноразмерных наушников. Иными словами, громкости хватит всем, и это вряд ли будет зависеть от оборудования, на котором вы будете слушать. Более того, сопротивление здесь 32 Ома, на графике на 0,4 больше, и это нормально. Так что любая карта, любой микшер легко раскачает эти самые флюиды. И, наконец, амплитудно-частотная характеристика. Здесь картинка в точности повторяет все то, что мы слышали в ушах. Спокойный низ, относительно ровная середина с незначительным падением на 1 кГц и легенький подъем в районе 6 кГц для большей читаемости. Одним словом, эти наушники очень похожи по звучанию на многие полуоткрытые модели. Именно так они и должны играть. Ну что, друзья, будем закругляться. Если есть что спросить или добавить, милости просим на поле для комментариев. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на нашем канале. Так, однодублевый выстрел.